Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Андрей сидел и думал, как бы побыстрее позавтракать и избежать очередного разговора с отцом. Но у него не получилось. «Пап, ну опять ты за свое. Ну не хочу я сразу вставать во главе фирмы, и жениться мне еще рано». «Андрей, я уже давно тебе говорю, что я устал. Мы с мамой хотим на старости лет отдохнуть, путешествовать. Да и пора нам с внуками нянчиться. Ты у нас умный парень и сможешь заменить меня», настоятельно говорил Федор Ильич. «Я этот бизнес с нуля поднял. Ты же знаешь, ты со мной часто был на работе и постепенно вникал во все. Сейчас ты уже дипломированный специалист, с головой на плечах. Мы с мамой тебе дали все. Теперь твоя очередь». «Пап, я подумаю, обещаю». «Хорошо, но давай сегодня все решим». Андрей кивнул, встал из-за стола и поблагодарил маму за завтрак. У него сегодня в планах была прогулка по парку. Там он себя чувствовал хорошо, просто гуляя по аллеям, кормя уток и наблюдая, как резвятся дети. И вот сидит он на лавочке, ест мороженое и думает: отец прав, они с мамой сделали все, чтобы он вырос достойным человеком. Андрей хотел сам построить свой бизнес, а не садиться сразу в кресло директора. Но отцу с мамой пора отдыхать. Он четко решил, что согласится перенять фирму у отца. А вот про внуков... И Андрей тяжело вздохнул, глядя, как мужчина с сыном играют с собакой и смеются. Он сам уже хотел семью, и вот так гулять на выходных с любимой женой и сынишкой или дочуркой, а лучше с двумя. Но ему на пути встречались девушки, которых интересовали только его деньги. Точнее, даже не его, а его отца. Так было и в институте, и после. Даже милая девушка из библиотеки оказалась меркантильной особой, которая просто специально скромно одевалась и ходила в библиотеку, чтобы познакомиться с ним. Повезло, что он об этом узнал до того, как сделал ей предложение руки и сердца, и теперь ему совсем не хотелось начинать новые отношения. Но разве родителям объяснишь? Они только и говорят, что нельзя дуть на воду после того, как обжегся на молоке. Андрей встал и пошел любимым маршрутом. Он покормил уток и отправился домой. Вечером, после ужина, он сказал отцу: «Пап, ты прав, и вам с мамой пора отдыхать. Я возглавлю фирму, но у меня есть одно пожелание. Я хочу посмотреть все изнутри. Дай мне пару недель, чтобы я поработал в паре отделов. Пусть курьером или еще кем-либо. Оформи меня как стажера на практику. Я давно не был в офисе, и кроме твоего зама меня никто не узнает». «Хорошо, сынок», — улыбнулся Федор Ильич. «Но максимум 2 недели. А потом мы с мамой улетим греть косточки куда-нибудь поближе к океану», — сказал Федор Ильич и подмигнул сыну. Следующий день Андрей ходил по магазинам, покупая самую обычную офисную одежду. Узнавал у отца, кто работает в отделах и за что отвечают. Он в общих чертах знал все, а теперь ему надо было подробнее. В понедельник Федор Ильич собрал всех руководителей отделов и объявил о том, что скоро уходит. Его сменит сын, который сейчас находится за границей. Эта новость быстро разошлась по отделам и стала самой обсуждаемой. Поэтому сначала никто и не приметил молодого человека в комнате отдыха. Андрей просто стоял в сторонке и слушал. Он всегда знал, что его отец хороший руководитель, но даже и представить не мог, как его уважали сотрудники. Он услышал, как сотрудники сожалели о том, что его отец уходит с должности директора. Кто-то обсуждал, какой подарок от отдела надо подарить. Поднимались вопросы о необходимости прощальной вечеринки, а также высказывались надежды о том, что его сын будет такой же прекрасный руководитель. Андрей тихо постучал в кабинет начальника отдела закупок. «Войдите», – послышался мужской голос с другой стороны. Андрей вошел, представился. «Здравствуйте, Андрей. Извините, у нас сегодня новости с утра. Вот и подзабыл немного о вас. Пойдемте, познакомлю вас с сотрудниками». Андрею провели небольшой инструктаж, и он начал работу. Работой это сложно было назвать, но кто-то должен делать и это. Весь день он бегал, что-то приносил, делал звонки. В конце дня, уставший, но довольный, он пошел в любимый парк. Именно пошел, так как машину сегодня не брал, чтобы прикрытие сработало. Кормя уток, он увидел невдалеке девушку. Она смотрела на него и улыбалась.
Он улыбнулся ей в ответ. Ее лицо было ему знакомо. Он иногда видел ее в парке, но точно сейчас понимал, что видел где-то еще. Она подошла и сказала: «Андрей, вот никак не могла вспомнить сегодня на работе, где я вас встречала раньше. А теперь все стало на свои места». Тут и Андрей понял, что это милая девушка, которая в офисе работает примерно на такой же должности, как и он, только еще и убирает отдел. После они гуляли в парке, разговаривали на разные темы, ели мороженое. Аня была простой и веселой девушкой, с которой Андрею очень понравилось проводить время. Домой Андрей пришел счастливый. Папа, заметив такое настроение, тихо порадовался и спросил: «Как прошел первый рабочий день?» Андрей улыбнулся, а потом сказал: «Пап, я никогда не мог подумать, что твои работники будут говорить о тебе такое», уже серьезным видом сказал сын. Отец в недоумении посмотрел на сына, а мать застыла у плиты. Андрей рассмеялся. «Пап, они все уважают тебя. Я не услышал ни одного плохого слова, только если не считать небольшую обиду за твой уход из компании. Я буду стараться, чтобы меня они уважали так же». Отец выдохнул с облегчением. «Напугал ты меня, сынок. Конечно, ты будешь руководить еще лучше, чем я. Так что тогда завтра в должность директора?» «Нет, у нас был уговор. Эту неделю я отработаю в отделе закупок, а потом понемногу побуду в каждом отделе». 2 недели пролетели незаметно для Андрея. Каждый вечер после работы он гулял с Аней и все больше понимал, что он влюбился без памяти и хочет быть с этой девушкой до конца своих дней. В пятницу вечером они, как обычно, пошли прогуляться по парку. В понедельник Андрей уже должен был заступить на работу как директор. Он понимал, что ему надо самому все рассказать девушке, но не знал, как это сделать. Его размышления прервал голос Ани. «Андрей, как ты думаешь, новый начальник будет такой же, как отец?» Андрей вздрогнул. «Ань, пойдем присядем на лавочку. Мне надо кое-что тебе рассказать. Есть то, о чем я не сказал про свою семью». Аня присела на лавочку, посмотрела на парня, в которого она уже успела влюбиться, и сказала: «Мне тоже надо рассказать тебе о своей семье. Можно я начну первая?» Андрей кивнул. «Я не просто так работаю, совмещая несколько должностей. Понимаешь, в чем дело?» И она опустила глаза. 3 года назад погиб мой отец, а мама...» Она вздрогнула. «Мама не выдержала этого и запила. Через месяц ее нашли замерзшей в сугробе». Андрей приобнял любимую. «Но это не все», — продолжила девушка. «У меня есть младший брат и сестра. Я стала их опекуном. Помогли знакомые отца. Брат немного младше и учится в институте. Он молодец. Поступил сам на бесплатное обучение и учится хорошо. Уже подрабатывает и помогает мне. А сестренка еще школьница. Я их никогда не брошу». «А зачем их бросать?» – в недоумении спросил парень. «Просто обычно, когда молодые люди узнают о том, что я не совсем одна, то их это не устраивает». «А кто сказал, что я обычный?» «А что ты хотел сказать?» – спросила Аня. «Я...» – замялся Андрей. «Я хочу познакомить тебя со своими родителями. А лучше вас всех и сам познакомиться. Пошли, заберем твоих брата и сестру и пойдем ко мне». Он встал и решительно потянул девушку за руку. «Дома только сестра», — только и сказала девушка. «Брат сейчас в другом городе. Поехал со спортивной командой на соревнования. Он же еще и спортсмен у меня», — улыбнулась девушка. Войдя в квартиру Ани, парень посмотрел, как вокруг чисто и уютно. Хоть и ремонт был давно, а некоторую мебель пора бы уже сменить. Он познакомился со Светой, сестренкой Ани, и вручил ей небольшой букетик, купленный по дороге у бабушек в переулке. Они втроем вышли из подъезда и ждали такси. Андрей крепко взял за руку девушку и тихо сказал: «Только ты не пугайся, когда приедем. Мои родители – замечательные люди». Когда такси въехало в микрорайон с большими красивыми домами, Аня удивилась. А Света весело щебетала, смотря в окно. Подъехав к красивому 3-этажному дому, такси остановилось. Молодые вышли, и Аня вопросительно посмотрела на Андрея. «Анечка, я никогда не говорила о своей семье. Не потому, что родители какие-то плохие,
а потому что не хотел, чтобы ты воспринимала меня как папенькиного сынка или мажора. Я такой, какой был с тобой, самый настоящий, а остальное неважно». Когда они зашли в дом, Андрей крикнул: «Мама, папа, я пришел. И не один. У нас гости». Войдя в столовую, Аня обомлела. Перед ней в спортивном домашнем костюме сидел ее начальник, уже бывший. Тогда она перевела взгляд на Андрея, понимая, что он будущий начальник. Сначала хотела убежать, а потом вспомнила слова любимого и осталась. Андрей весело сказал: «Знакомьтесь, это Аня, моя девушка, и ее сестренка Света. А это мои родители, Федор Ильич и Наталья Владимировна». Родители Андрея улыбались. Они видели счастливое лицо сына и все понимали и так, без слов. «Так что же вы стоите?» — сказала Наталья Владимировна. «Садимся за стол». За столом они весело и непринужденно общались. Аня перестала бояться, и у нее не было ощущения, что она сидит у богатеев, а как будто в обычной семье. «А почему как будто?» — подумала она. «Это и есть замечательная обычная семья». Когда все поели, Наталья Владимировна стала убирать со стола, чтобы освободить место для чая. Она тихонько тронула сына за плечо и поманила за собой. Андрей пошел за мамой. После кухни она повела его в кабинет отца. «Сынок», — сказала она, — «я вижу, что ты очень любишь Аню. Скажи мне, пожалуйста, у тебя серьезные намерения?» Андрей кивнул. «Тогда вот, держи». Она достала коробочку с верхней полки шкафа. Андрей открыл и увидел там очень красивое кольцо. «С этим кольцом твой отец сделал мне предложение. Здесь нет бриллиантов или других драгоценных камней, но он очень много работал и покупал его мне с большой любовью, и я чувствую, что Аня его оценит». Они вместе вернулись в гостиную. Федор Ильич сидел и загадочно улыбался. Он уже все понял. Андрей подошел к Ане, встал на колено и открыл коробочку. «Анечка, ты мое солнышко, и я очень хочу, чтобы ты освещала мой путь всю мою жизнь. Ты выйдешь за меня замуж?» Аня смотрела на него, и по щекам тихо текли слезы. Она не могла ничего сказать. Но тут подбежала сестренка и закричала: «Выйдет, обязательно выйдет. А если откажет, то я ее в угол поставлю». И подмигнула старшей сестре. Все рассмеялись, а молодые обнялись. Начались хлопоты. Андрей вступил в должность начальника, чем шокировал большую часть коллектива. Аня продолжала работать на своей должности, только перестала мыть полы, а параллельно обучалась на курсах, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Она не хотела сразу и бездумно становиться где-то во главе фирмы. Молодым родители купили небольшой дом. Хотя те и отказывались, но тут им помогла Света с возгласом, что ей нужен свежий воздух и своя комната, и если они не хотят думать о себе, то пусть подумают о ней. Федор Ильич и Наталья Владимировна очень полюбили невестку и ее брата с сестрой. Брат Ани остался жить в квартире родителей и предупредил Андрея, что с ним будет, если он обидит его сестренок. Но Андрей-то точно знал, что этого никогда не случится. Вот такая история, друзья. Вот так повернулась жизнь, когда совсем не ожидаешь. А вы верите в чудеса? Напишите, пожалуйста, комментарий и не забудьте поставить лайк. До свидания.